Супер. Удобно. Красиво. Вот он, мир привилегий с премиальной картой MasterCard. MasterCard. Давай, вставай, стартовую снимай. Посмотрите на нас. Мы живем в своих серых бетонных джунглях. Спешим. И совсем забыли о том, что наш мир полон чудес. В новом сезоне «Орел и Решка» отправляется в экспедицию по самым захватывающим и красивым местам нашей планеты. Каждую неделю наши ведущие Алина Островская, Алина Стеновец, Алина Брандо и Антон Зайцев Антон Зайцев. Зайцев Антон. Маэстро Антон Зайцев. будут исследовать одно из величайших чудес света. С ума сойти! Нас ждут творения древних цивилизаций, неземные красоты природы Восторг! Весь Гуйлинь! и обычаи, которые потрясают мир. Кто увидит чудо света как миллионер, Встречай новую хозяйку! а кто из окна палатки, как всегда, решат орел или решка. Я хочу, чтобы вы это увидели. Так, Шато Амбуаз, Шато Ланже, Шато Виландри. Ну как, скажи мне, как можно за 2 дня обойти 78 рекомендуемых замков? Слушай, на самом деле легко. Смотри, поделим. Мне 60, тебе 18. Всем привет! Это «Орел и Решка. Чудеса света», и мы прилетели в богатую, роскошную Францию. В маленький городок Амбуаз, даже в таком тихом, казалось бы, неприметном месте, есть чудо света. Замки Луары. Ну что, время подкидывать монетку и узнавать, кто будет пахнуть сыром бри, а кто будет просто пахнуть. Держи, это твоя последняя карта на уикенд. Эй, Орел. Решка! Я опять по-богатому, господи, меня хейтеры уничтожат. Как это возможно вообще? Как это возможно? Обменяемся картами. Ну, зато у меня будет новый друг. Лескалиос. Чего он, а? Не виновата я. Он сам подкинул. В самом центре Франции есть чудо света – замки Луары. 300 неприступных, помпезных, сказочных дворцов стоят вдоль реки, как будто драгоценные бусины, нанизанные на ожерелье. Здесь до сих пор живут короли, рыцари. Маркизы и обитатели темных подземелий – троглодиты. Бонжур, французское средневековье. Владелец, а точнее владелица золотой карты, может позволить себе путешествовать по долине Луары с ветерком и шиком. Ветерок мне будет обеспечивать шикарный ретро-кабриолет Renault Caravella 65-го года. Такая красотка была у Бриджит Бардо. И у меня. Потрясная тачка. Еще со скидкой взяла. Достаточно было показать мою премиальную карту MasterCard. С ней же особые условия проката авто. Хочу ездить уже. Поехали. Спасибо. Французский уикенд объявляю открытым!
Ну ладно, попробуем еще разок. Нейтральная. Первая. Чуть-чуть газок. О, поехали! Тут все по-другому. Тут даже сигнал не по центру руля, а сбоку, вот здесь, смотрите. Сиденье не настроить автоматически. Ты все делаешь вручную, при этом чувствуешь каждую кочечку, каждую... Па-па-па. И иногда глохнешь. Я на аварийке, если что. Так, зажигаем. Что такое? Как же с ней? О, надо с ней просто поуверенней. Моя каравелла – это идеальная тачка, чтобы выпендриться. Раньше на таких красотках ездила вся французская элита. Ну а сейчас водят туристы за 21 тысячу гривен в сутки. Я чувствую себя героиней французского фильма. Называйте теперь меня Алина Брандо. Амбуаз – это старинный трехэтажный городок в самом центре Франции. И это лучшая отправная точка, чтобы увидеть больше всего замков. В радиусе 50 километров здесь их целых 20. Аэропорта в Амбуазе нет, поэтому все туристы сначала прилетают в Париж, а оттуда 2 часа едут на поезде. Знаете, что классное в Амбуазе? Здесь от вокзала до центра города и главных достопримечательностей всего 10 минут пешком. А значит, можно сэкономить на транспорте. Так, надо склеить карту. Замки Луары стоят на реке, значит... Yeah, I'm looking for Loire Castle. It's center. You go up, you cross the bridge, and you cannot miss the castle. You will see it. Thank you, c'est merci. Вот! Вот оно, мое чудо света, замок Амбуаз. Рядом с ним чувствуешь себя оруженосцем с рюкзаком, или каким-то королем, или сказочной рыжеволосой принцессой. Приведите мне пони. Замок Амбуаз. Он стоит на высоком холме и будто на 3 головы выше, чем окружающие домики. Прям рыцарь-великан в белых доспехах и сером шлеме. Замок был построен так, чтобы устроить нападавшим на него ад на земле. Его окружили стенами высотой в 9-этажку. Построили большие башни, по которым всадники прямо на лошадях могли быстро спуститься вниз. Настроили маленьких башен, чтобы можно было обстреливать врагов со спины. И сделали дыры-убийцы, машикули. Из них на осаждающих бросали камни и лили им за шиворот раскаленное масло и смолу. Именно за то, что замок Амбуаз был таким неприступным, его облюбовали французские короли. Ну, всего несколько ступеней отделяет меня от входа в Средневековье. Попасть в Средневековье стоит почти 13 евро. Вот так, вжух, и испарилась 5-я часть моего бюджета. Но это же путешествие во времени. Мать моя инквизиция, как тут красиво. Если снаружи замок должен внушать страх, то внутри он обустроен как райский уголок с благоухающими садами и сочными лужайками, чтобы королю все радовало глаз и ему было спокойно и весело. За развлечение тут отвечал сам Леонардо да Винчи. Он был приглашен не как придворный художник, а как инженер, который создавал огромные механические движущиеся конструкции. И в том числе и за это был удостоен чести, будучи не дворянином, быть похороненным вот здесь, в часовне, под личной защитой короля. Итак, за 13 евро в замке Амбуаз тебе покажут портреты французских правителей и их жен, зал, где короли восседали на троне, и галереи, где они вытанцовывали на балах. А еще в замке Амбуаз можно бесплатно посмотреть на толпы, толпы и толпы туристов. Очень двоякое впечатление. С одной стороны, снаружи видишь этот замок, думаешь, ну вот сделаешь шаг и попадешь в эпоху, а заходишь и пытаешься разглядеть эти троны и доспехи из-за тысяч голов туристов.
Если честно, снаружи замок выглядит гораздо помпезнее и величественнее, чем внутри. Что-то я не пойму. По карте здесь должны быть замки. Ничего вообще не видно. Одни заборы и деревья. Хорошо, если замки не хотят показываться Алине, Алина будет выше этого. Конечно же, замки нужно смотреть с высоты птичьего полета! Для тех, кто не знает, это самый настоящий биплан. Самолет-кабриолет. Я подозреваю, что наверху мне будет прохладно. О, мечта детства! Я полечу на биплане. Я чувствую его ноги. Его ноги прям под моими бедрами. Это все похоже на лавочку, которая сейчас полетит, если честно. О боже, все дребезжит, он хоть взлетит? Извините, фанаты бипланов, но на первый взгляд никакого доверия к этой консервной банке с крыльями у меня нет. Но это самый захватывающий способ посмотреть на наше чудо света. Так, кто я? Островская, чего я хочу? Эмоций! Так что расслабляемся. Первый замок! Первый замок! А вон еще один. О, смотрите, какой красивый. Это замок Шамон. Или, как говорят во Франции, Шато де Шамон. Долина Луары показывает парад сказочных замков. Здесь тебе и большие крепости, и совсем маленькие шато. Главный вопрос при виде этого чуда – почему именно тут так много замков? Причина до боли простая. Дело в том, что в этих краях нашли много строительного камня, вот такого белого известняка. Из него и построены все замки. Ну и удобно, что рядом была большая судоходная река Луара. Земли в долине Луары король раздавал своим подданным за подвиги. Выиграл битву – получить титул герцога и большой замок. Услужил королю – держи титул маркиза и замок поменьше. В итоге получился вот такой элитный район. Такая себе французская Конча-Заспа. Я в шоке! Это несравнимо ни с чем. Смотрите, это замок спящей красавицы. Это здесь Шарль Перро придумал нашу с вами любимую сказку. А вот и самый романтичный замок Шенансо. Его король построил для своей фаворитки маркизы де Помпадур. Вот теперь я поняла, почему это место считается чудом света. Это очень красиво, правда, это сказка, это настоящая сказка. У меня исполнилась мечта. Замок Шенансо. Я тоже могу его увидеть. Да, не с высоты птичьего полета, а с высоты 1,69 м, но тем не менее. Вот он. Музей миниатюр замков Луары – это лучшее развлечение для туриста, у которого нет денег, чтобы над ними полетать. Каждый мини-замок – точная копия оригинала. Здесь я увижу в 5 раз больше замков, чем Алина на своем биплане. Замок Сарзе. Обычный. Замок Валенсе. Замок Монтрезор. В переводе «Мое сокровище». Жемчужина замков Луары. Замок Жемчужина замков Луары. Шамбор. Семанифик. Просто обалденное место. Можно посмотреть на все замки в миниатюре и выбрать тот, в который хочется сходить.
Раз мы в таком сказочном месте, и у меня программа «Максимум титулованной дворянки», то глупо снимать номер в отеле. Я себе сниму номер в замке. А вот и мой замок! 7 этажей, 204 комнаты. Замок Брисак. Встречай новую хозяйку. Этому красавцу 500 лет. Принадлежит он знатному французскому роду герцогов бриссакских. Сейчас замком владеет маркиз Шарль Андре де Брисак. А на эти сутки он станет моим. Со всеми его угодьями, прудами, садами, виноградниками, конюшней. И даже одним привидением. Ого. Ой, не оставляйте меня здесь одну. Это уникальная возможность посмотреть не на музей, а на настоящий замок, в котором сейчас, в 21 веке, живут маркизы. А живут они в роскоши. Это золотой зал. Все от того, что он покрыт золотой. Полно антиквариата. А в центре огромный мраморный камин. О, а это Карл II. Точнее, его бюст. Ой. Сколько же они оленей убили. Судя по всему, это столовая. Но есть в таком количестве рогов. Не очень приятно, если честно. Это сейчас дворяне берегут природу. А раньше, если ты был плохим охотником, тебя никто не уважал. Поэтому охотничьи трофеи выставлялись на показ. А еще в замковой столовой есть специальный балкончик. Здесь играют музыканты, пока аристократы трапезничают. Тут такое! Сейчас современные богачи считают своим долгом установить систему кинотеатра в доме. А здесь самый настоящий театр. Это какая-то фантастика. Вы представляете, вы живете и можете просто устроить дома спектакль. Ах! Ну что, пойдем смотреть мои королевские покои? Вот это номер! Герцоги, герцоги! У моей бабушки на Универсальной 104А точно так же. Это главная спальня во всем замке. Она предназначалась только для короля Людовика XIII, если он вдруг приедет погостить. Цвета красные, темные. Не могу сказать, что это расслабляет. Официально могу сказать, что я была в постели у Людовика XIII. Как ощущение? Ну, что сказать. Тут происходило, наверное, много интересного. Не знаю. Ночевать здесь совсем не хочется. Какая-то атмосфера музея. Мне кажется, из 200 покоев я что-то найду по душе. Комната 183. Вот другое дело. Здесь мне нравится гораздо больше. Гобелены таких пастельных цветов. Тут как-то уютно и больше напоминает жилье для нормального человека, а не исторической личности. В долине Луары поняли, что смотреть на одни портреты и гобелены туристам будет скучно. Поэтому в каждом замке придумали разные развлечения. Фестивали. Затеи. Веселые игры. И невероятные световые шоу. Лучшее, что можно сделать со $100 – поучаствовать во всех них. Сначала я приехал в замок Монбазон. От него остался только донжон – высокая башня, в которой прятались во время осады и штурма. Внутри замка целое средневековое поселение. Кузнецы тут куют оружие. А еще здесь стреляют каменными ядрами из настоящей катапульты. Ну, умели,
ребята, развлекаться в средневековье. Но главная фишка Монбазона — здесь живут настоящие рыцари. Я просто обязан их найти. Да ладно, Саня, я нашел его. Я пришел с миром. Hello. Bonjour. Bonjour. Excuse me, Вы you правда настоящий рыцарь? knight? Да. Can I just... А можно подержать ваш меч в руках? Он такой огромный. Ребята, во-первых, он весит килограмм 5-6. Во-вторых, ну-ка, оп. Я понял свое мерило. Я ростом с меч. В стоимость билета входит развлечение. Можно помахаться на мечах с рыцарем. Оу, кольчуга. Настоящая кольчуга. Кольчуга — это прапрабабушка бронежилета. Она как свитер, только вместо шерсти стальные кольца, которые защищают от стрелы мечей. О, она очень тяжелая. Я в ловушке. Я застрял. Чуть-чуть попрыгай. А тут килограмм 10, а то и все 15. Она очень тяжелая. Окей. А шлем мне не нужен? Нет. Ну, конечно, я же застрахован. Рыцарь Антон, стоптанные ноги, доблестный воин Ордена Красного Рюкзака и Вечной Бедности, к бою готов. Let's go! В средние века компьютерных игр не было, а главным развлечением были войны с соседями. Для этого каждому хозяину замка нужны были рыцари. Они захватывали чужие замки и защищали свой от врагов и восстаний крестьян. Есть сменный оператор! Все считают, что рыцари — это храбрые доблестные воины, хранители чести и благородные слуги прекрасных дам. Девочки, остыньте. Настоящие рыцари — герои ваших романов. На самом деле были просто вышибалами-наемниками, которые, как бы сейчас сказали, промышляли рейдерством, похищениями и рэкетом. Рост настоящего рыцаря был всего 1,60 м. То есть ниже, чем у меня. Из-за того, что они постоянно носили шлем, в волосах водились вши и блохи. Мылись рыцари примерно 3 раза в год. А зубы вообще не чистили никогда. Хотя зубов чаще всего у них вообще не было, их выбивали на турнирах. Поэтому общался рыцарь примерно вот так. Ну что, красотка, пойдем на моего коняшку, посмотрим на казни. В общем, девчонки, если вы все еще мечтаете о принце на белом коне или рыцаре в сияющих доспехах, не удивляйтесь, что из всех них, скорее всего, самым красивым будет конь. Кажется, что жить в старинном замке – это предел мечтаний. На самом же деле замок – это еще та морока. Например, если ты купил замок, твоя первая головная боль – это ремонт. Замки старые, и на текущий ремонт требуется примерно 100 тысяч евро в год. Вторая проблема – коммунальные. Чтобы замок не рассыпался, температура внутри не должна опускаться ниже 10 градусов. На отопление такой махины нужно 200 тысяч евро в год. Замки и их территории огромные, их нужно обслуживать. На зарплаты горничных, дворецкого, сантехника, садовника, конюха уходит еще 100 тысяч евро в год. А теперь считаем. 400 тысяч евро в год нужно на содержание замка. У многих замковладельцев банально не хватает денег. Их шато разваливаются, и от них стараются избавиться. Сейчас на местных сайтах по продаже недвижимости куча предложений. Так что налетай! Когда туристы нагулялись по замкам, их нужно покормить. Ребятушки, бюджетники, вы это слышите? Играет какая-то веселая музыка, поют люди сытыми голосами и пахнет едой. По выходным в центре Амбуаза устраивают фермерский рынок. Со всей долины Луары сюда съезжаются фермеры и продают свои продукты без ГМО. В ассортименте все, чем богат этот французский регион. Козьи сыры, свиные колбаски, Выставка колбасы.
Стойте, это получается, что за одну колбаску размером в сосиску просят 4 евро? Это же 110 гривен. Но фермерские рынки славятся добрыми фермерами. Они как родная бабушка, голодными не оставят. Бонжур, а можно мне попробовать ле колбаса? Конечно. Thank you. Вот, пробуй. Очень вкусное копченое соленое мясо. Свининка. Ой, а что это у вас? Ле сладость? А можно попробовать? Конечно, пробуй. Десерт с орехами. Приторно-сладковатый, с горьковатым привкусом орехов, но вкусный и сытно. А можно попробовать? Путешествовать по долине Луары означает передвигаться от замка к замку. В первом ты живешь, вторым ты любуешься, а в третьем графиня трапезничать желает. Вместо того, чтобы объедать фермеров, я приехала в замок Эр-де-Луар. В нем находится изысканный ресторан, отмеченный 2 звездами Мишлен. Здесь все по классике. Классический французский интерьер в стиле Прованс. И в меню тоже самые классические блюда, можно сказать, иконы французской кухни. Hello, Oh, hello. this is your menu. Thank you. Special menu. Я, пожалуй, буду... Все. Да-да. Я буду все из этого меню. Мишлен – это всегда картина на тарелке. На закуску французы любят есть артишоки. Артишок – это родственник чертополоха. У него едят не распустившиеся цветки. В моем ресторане их подают с пастой хариса из красного перца и оливкового масла. Для тех, кто не знает, какой на вкус артишок, это что-то между цукини, кабачком. Если не быть подготовленным и просто попробовать, то все это напоминает сате. Наше обычное сате. На второе мне принесли главный гастрономический изыск Франции. Фуагра. Я хочу сразу сказать, что я негативно отношусь к фуагре, потому что, мне кажется, ее очень жестоко готовят. Фуагра с французского переводится как «жирная печень». Это печень гусей и уток. Фуагра получается, когда гусей насильно откармливают. На такой жестокой кормежке печень у птиц увеличивается в несколько раз. И потом эта неестественно выращенная печень становится деликатесом, который подают в лучших ресторанах за 50 евро за порцию. Долг ведущий обязывает его попробовать. Такой сладкий паштет. Очень нежный, со вкусом ореха и сливок. Это вкус Франции. На фермерском рынке я тоже могу попробовать вкус Франции. Только не за 50 евро, а за 0 евро. Безумно нежный паштет. Перед нами говядина пашот в вине с трюфелем. Кстати, трюфель в таком блюде вызывает больше интерес, чем само мясо. Это земляной гриб. У трюфеля, конечно, такой характерный запах. У трюфеля резкий запах гриба из сырой земли. Но удивительно, 25% людей не чувствуют запах трюфеля. 40% людей он воняет гнилым деревом или потом. И только трети людей его запах нравится. И, собственно, по запаху его и находят. Трюфели растут под землей. Их традиционно ищут со свиньями, которые чуют их запах за 3 версты. Просто трюфель вгоняет свиноматок в сексуальный экстаз, как котов валерьянка. Это очень дорогое удовольствие. Цена на трюфель стартует от 1000 евро за килограмм. Трюфель на вкус как гриб и орех. С таким земляным, даже сырным запахом. Много, кстати, его не съешь. Очень жирный. Во Франции, где еда, там и дегустация вина. Чтоб уж точно не ошибились, стаканы для диджей-устации. Не сюда. Вы покупаете пустой бокал за 4 евро и можете наполнять его любым вином в неограниченном количестве. Можно мне, пожалуйста? Спасибо большое. О,
Merci. Долина Луары — это не только замки, но и десятки сортов знаменитого вина. Chenin Blanc, Saumur Champigny, Puy Fumé, Cabernet Franc и Rosé de Loire. Но это не просто вино, а часть французской культуры. Ну что, начнем наше культурное мероприятие. Я расскажу вам, как правильно дегустировать вино, если вы вдруг не знаете. Шаг первый – посмотреть на вино. Шаг второй – понюхать, оценить аромат вина. Пахнет виноградом, как ни странно. Шаг третий – взболтать вино. Это нужно, чтобы вино насытилось кислородом. Шаг четвертый – снова почувствовать аромат вина. Он должен измениться. Да, действительно так, я теперь чувствую фрукты. Шаг пятый – продегустировать вино. Пока я буду его дегустировать, буду развлекать вас игрой пальцев. О, я чувствую, как в моем рту раскрылся цветочный букет и взорвался фруктовый фейерверк. Шаг шестой – красиво идти вдаль. Хорошее вино. Беленькое тоже интересное. Французы в среднем пьют 45 литров вина в год, а во времена королей выпивали намного больше – 125 литров в год на человека. Отличное вино. Шикарное вино. Смотрите, какие клевые ребята. Король, королева, герцог, девочка с лозой в голове. Hello. Hello. What are you doing? А кто вы такие? И почему в костюмах? Мы продаем билеты на средневековый спектакль в замке Амбуаз. Это грандиозное шоу. Лучшее в долине Луары. Ух ты, а сколько стоит билет? 20 евро. 20 евро? Это дороговато для меня. Есть еще вариант. Ты можешь стать волонтером и принять участие в шоу. У нас там все волонтеры. То есть, как актер сыграть в спектакле? И костюм у меня будет? Да. Серьезно? Ну да. Я одновременно и в шоке, и в восторге. А когда нужно идти? Сейчас. Я мало того, что сэкономил 20 евро, я еще поучаствую в крутом шоу, стану его частью и вообще впервые пригодится диплом театрального института. Красный, между прочим. Ну пойдем же. Шоу «Пророчество Амбуаза» проходит прямо во дворе замка Амбуаз. За 2 часа до спектакля волонтеров ведут в гримерку и выдают костюмы. На, держи этот костюм. Спасибо. А где переодеться? Да где хочешь. Сегодня серьезная роль. Когда-то сказали, что я буду играть алибарщика Антона. Кто не знает, алибарщик — это воин, вооруженный топором на длинной рукоятке. Алибардой. Я, если честно, немного волнуюсь. Первый раз участвую в таком большом костюмированном шоу такого уровня, да еще и с иностранными артистами. А по артистам видно, что все они со стажем. И очень усердно готовятся к роли. На самом деле, абсолютно все актеры в шоу — это волонтеры из местных. Все эти бабушки и дедушки по 20 раз в месяц играют в спектакле просто потому, что хотят, чтобы все в мире знали и любили историю Франции. Надо закрепить. Все путеводители пишут, что «Пророчество Амбуаза» – лучшее вечернее шоу в долине Луары. А где все лучшее, там и я. Это необычное шоу придумал известный на весь мир режиссер и композитор Демьен Фонтен. Особенность в том, что место сцены у нас лужайка перед замком, а декорации – это и есть сам замок. Интересно. Замок как будто бы наполнился каким-то волшебством. Шоу использует технологию 3D-мэппинг.
когда на реальные объекты проецируется компьютерная анимация. Вот, казалось бы, это обычная светопроекция на здании. Но ты попадаешь в сказку. Мне так нравится. Картинки на замке переносят тебя на 500 лет назад, в эпоху французского возрождения. Тут рассказывают реальную историю принцессы Луизы Савойской, которой отшельник предсказал, что ее сын Франциск станет самым великим королем Франции. Так и произошло. В шоу принимают участие 250 человек. Идея режиссера детально показать, как жил французский королевский двор в те времена. С бала люди шли на пир. Из-за стола на турнир. С трибун на ярмарку. И все это параллельно с интригами, поединками, адюльтерами и тайными заговорами. Да уж, я думал, буду участвовать в каждой сцене. А в итоге уже половина спектакля прошла, а я ничего не увидел. Надеюсь, что я не так проведу все шоу. Ну, наконец-то! Мой выход. На меня надели средневековый шлем Марион, дали в руки алебарду и сказали, чтобы я делал то же самое, что будет делать мой напарник. Погнали! Мне кажется, или это Антон? Это Зайцев. Полосатых ритузах. Антон нашел способ не заплатить 20 евро. А хорошо, как играет. Я как мама на утреннике сейчас. Ой, Антоха в бой побежал. Роль мне досталась небольшая. Кричи, тыкай алебардой и маршируй туда-сюда. Но за эти 20 минут я прожил очень яркую, интересную жизнь. Шоу удивительное! Тут смешали несовместимое. Средневековый замок и технологии 21 века. И в итоге получился взрыв. Простите. Антон Зайцев, Надо, не это надо. вы? Вы так играли. Я просто это было делаю свою неподражаемо. работу. Вы видели, как я ходил? Это обескураживало Вы видели, меня. как я потел? Вы знаете, Я вот- смеюсь вам в лицо. Пожалуй, только конь играл лучше вас. А так, в принципе, это было бесподобно. Спасибо. Девочка, позвони мне. Шоу закончилось, софиты погасли. День был такой насыщенный, я даже не успел вообще подумать, где ночевать, как тут остановиться. Может, прям тут в гримерке замка и заночевать. Я рассчитывал, что, когда все разойдутся, я останусь незамеченным и сэкономлю 30 евро на хостел. Но только я закимарил, пришла администратор театра. Excuse me. Юноша, что случилось? Извините, я уснул. Мне негде ночевать. Можно я тут переночую, а рано утром уйду? Обещаю. Бери свой рюкзак и пошли за мной. Переночуешь у меня дома. Но это как-то неудобно. Я не хочу вас тревожить. Ты меня не потревожишь. Здесь я не могу тебя оставить. Тебя выгонит охрана, так что пошли со мной. Спасибо огромное. Вы моя спасительница. В Амбуазе народ простой и отзывчивый. Элиза сказала, раз ты играл в нашем спектакле, значит свой человек, и не страшно пригласить тебя в дом. Ребят, все, я вас с собой не беру, просто дома уже спит ребенок. А Саня громко камерой шебуршит, так что все, до завтра. Спокойной ночи. Merci.
Мони. Доброе утро. Садись, выпей кофе. Спасибо большое. Элиза познакомила меня со своим сыном, невесткой и внуком. Представляете, они тоже играют в спектакле «Пророчество Амбуаза». Вот такое семейное хобби. Раньше я по 5 раз в неделю играл в шоу. Там мы познакомились с моей женой. У меня есть еще один день в долине Луары. Посоветуйте, что мне посмотреть. Ну, если хочешь, можешь поехать в деревню Сюзе Шампиньи. Она удивительная, там люди живут в пещерах. Ух ты! Элиза, спасибо за совет и огромное спасибо за ночлег. Бай. Чтобы добраться в деревню Сюзей-Шампиньи, нужно идти на вокзал и ехать на 2 поездах. Сначала в город Тур, а потом в Самюр. И оттуда еще полчаса пройтись пешком до деревни. Есть в долине Луары две реальности. Первая – праздная. Это крепости, шато, виноградники. А есть другая жизнь, темная, подземная. Под замками, под виноградниками тянутся лабиринты мрачных, серых пещер. Она уходит на сотни метров вглубь скалы. Потеряться легко. Это все каменоломни, которым уже 5000 лет. Именно здесь добывали строительный камень туф и белый известняк. Десятки замков в долине Луары построены именно из этого белого камня. Допустим, замок Шинонцо. Вы только представьте, именно отсюда извлекли камень, из которого воздвигли наше чудо света. Об этот камень потом ломались наконечники стрел. К нему короли прижимали своих фавориток. Он видел посвящение в рыцари и казни еретиков. А теперь посмотрите сюда. Люди в этой холодине обычными кирками, голыми руками, без света, без возможности развести костер добывали камень. Как? Ну, я к французам стала по-другому относиться. Ладно, круассанчики эти вертеть, но вот это... Когда камень перестали добывать, в скалах осталось много дыр и пещер. Нашлись люди, которые увидели их и подумали: стены есть, потолок есть, пол тоже есть. Почему бы тут не жить? И начали заселять пещеры. Раньше в пещерах селились самые бедные крестьяне, у которых не хватало денег на дома. Их называли троглодитами. Троглодиты — это не ящеры и не обжоры. Это обычные люди. Просто живут они в пещерах. Троглодиты вставляли в скалы окна, двери и обустраивали себе внутри квартиры. Да что там квартиры, смотрите. Вот трехэтажный особняк прямо в пещере. А вот это вообще шато 15 века. По сути, маленький троглодитский замок. Excuse me. Извините, You're living here? а вы здесь живете? Это ваш дом? Ну да. Это мой мануар. Что-то типа виллы в пещере. Пойдем, я тебе покажу. Вот так сразу? Ну давайте. Интеллигентный троглодит. Вот это везуха! Я сейчас увижу, как живет современный пещерный человек. Моей пещерной вилле уже 500 лет. Раньше здесь была конюшня, а теперь это мой дворик. Стены я укрепил, чтобы какая-нибудь каменюка не упала мне на голову. Обалденно. Хочешь, я могу провести тебя в дом. Ага. Правда, у нас есть только 15 минут, пока не пришла жена. Смотри, это столовая, О, а это зал. swear. Очень красиво. Правда, и не скажешь, что это дом в пещере. Пошли на 2-й этаж. Слушай, ну как в настоящем замке. Это моя спальня. Нравится? Прошлые хозяева оставили здесь кучу антиквариата. Смотри, это камин 17 века эпохи Людовика XIV. Но жена повесила на него зеркало. Женщины, что тут скажешь? Давай, пошли дальше. Она скоро придет и устроит мне. Это детская. А это моя бильярдная. Видишь, она полностью находится в скале. Обалдеть.
Ну а здесь мой пещерный кабинет, мои охотничьи трофеи и коллекция бабочек. Так, нам надо поторапливаться. Я вижу жену, а она не очень любит гостей. Быстрее, быстрее, быстрее. О, бонjour. Я думаю, вы поняли, что троглодиты — это не пещерные люди, которые сидят в шкурах у костра и дерутся с дикими лисицами. Мало того, что у них есть и электричество, и все современные системы коммуникации, стоит все это очень недешево, и не каждый может себе позволить. Ну а в случае с хозяином именно этого дома я бы вообще попросил его меня усыновить. Сейчас многие троглодиты меняют свои холодные пещеры на обычные дома. А те пещеры, что освобождаются, переделывают, чтобы завлекать туристов. Вот это сувенирный магазин в пещере. Вот галерея в пещере. Вот ресторан в пещере. Предприимчивые французы придумали, как использовать такое огромное пространство. Хранить вино здесь слишком холодно и влажно, а вот для грибов в самый раз. В пещере Рош спрятано грибное королевство, в котором живут и правят грибы шитаке, вешенки обыкновенные, вешенки лимонные. Ух ты, тут целая грядка. Называется этот красавчик блюфут. Все потому, что если его сорвать и вынести на поверхность, то в течение 2-3 дней его ножка станет такой фиолетово-синей. Я тоже сейчас стану синей, потому что холодно очень. Здесь идеальная температура и влажность для выращивания грибов. Например, синие ножки в природе растут только зимой, а тут в пещерах их можно выращивать круглый год. А эти грибочки вы узнаете без моей помощи. Шампиньон. Интересно, что шампиньон в переводе с французского означает гриб, и здесь его называют парижский гриб. Как думаете, можно попробовать один? Даже сладковатый. Стоп. Все под контролем. Это не галлюцинация. Это в пещере инсталляция. Прикиньте, сенсация. Пещера Монмуссо – это самая красочная пещера в мире. А ведь все просто. Два местных художника решили использовать часть пещеры как место для творчества. Они спроецировали свои картины на стены туннелей. И получилось вот такое сказочное подземное царство. Это так здорово. Темное, мрачное, жуткое место превратили в такую большую, яркую фантазию. Невообразимо. Теперь в этой пещере можно не только увидеть, но и прикоснуться к прекрасному. Мы решили, что будет очень символичным спрятать наш клад от Орла и Решки в Шато де Тур. Замок Тур находится в городе Тур на проспекте Андре Мальро. Идите к Северной башне. Клад спрятан в стене возле водосточной трубы. Ах, замки Луары. Увидев их, понимаешь, что за чудом света не нужно ехать за 3-9 земель. Оно может быть у тебя под боком, в старушке Европе. Мать моя инквизиция, как тут красиво. Конечно, замки – это все-таки замки. И от них не стоит ждать эмоций, как от аттракционов в Диснейленде. Но как же классно учить историю не по учебникам, а когда сам живешь в средневековом замке. Тут происходило, наверное, много интересного. Или дерешься с рыцарем. Когда ешь блюда маркизов. Это очень дорогое удовольствие. Алин, ну а как же культурные мероприятия? Я ростом с меч. Я на аварийке, если что. Я застрял.
и стаканы для диджей-устации. О, есть сменный оператор. Приведите мне пони. Троглодит ты? Эй, у меня что, такие холодные руки? Ой, Привет! ну рассказывай. Слушай, Антош, я поняла одно, что такое чудо, как долину Лары, за один уикенд посмотреть невозможно, тут слишком много замков. Не знаю, я увидел 43. Ага, все ясно. Хорошо, мне кажется, нам просто пора лететь дальше, в Норвегию. Там я точно остыну, зато увижу фьорды. До встречи в следующем чуде света. Давай, нас ждет Ты Один. серьезно ел вкусно, пил вино? Я ел фуагра. Это как так талантливо получилось? Я ознакомился с интеллигентным троглодитом.